Мощность всасывания 5000 паскалей, 3 режима уборки, трехуровневая регулировка силы всасывания, настройка подачи воды, контейнер для пыли емкостью в 400 мл, резервуар для воды в 250 мл, система навигации LiDAR LDS, поддержка фирменного приложения, настройка карт, установка виртуальных стен и запретных зон, компактный и минималистичный дизайн. И, разумеется, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием Xiaomi Midge Robot Vacuum Mop 3C Plus. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из обыкновенного, но плотного картона. На ней есть изображение и название модели, а также краткая характеристика. Упаковка простая. В комплекте мы имеем переходник для вилки, краткое руководство пользователя, адаптер питания с китайской вилкой, сам робот-пылесос, боковая трехлучевая щетка, площадка с салфеткой для протирки полов и обыкновенная док-станция без выделенного места под остаток кабеля. На этом все. Какого-либо запасного HEPA-фильтра для пылесборника или запасной салфетки здесь нет. Но можно приобрести комплект с запасными расходными материалами. Разумеется, цена будет выше. Хотя разумно покупать именно с ними, если вы собираетесь его приобретать надолго. А если в подарок, можно и без них. Весит устройство 2 кг 930 граммов, диаметр 320 мм, а высота 98 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме и подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. В Телеграм-канале скидок всегда много всего полезного. Переходим к обзору. В продаже есть только белая расцветка данной модели, что неудивительно. Дизайн обыкновенный, ничем не примечательный, с другой стороны выглядит модель современно. Корпус пылесоса выполнен из матового пластика, собрана модель качественно, ничего не отваливается и не скрипит. Далее на корпусе расположили логотип, 2 механические кнопки, такие как кнопка питания и кнопка домой, лидарная система LDS для навигации и датчик препятствий. В тыльной части находится контейнер для пыли емкостью в 400 мл, комбинированный с резервуаром воды емкостью в 270 мл. Плюс есть щетка для очистки. Контейнер для пыли имеет HEPA-фильтр и сетчатые фильтры. Устанавливаются они, как и извлекаются, без затруднений. Промывать его можно, что удобно, но перед использованием необходимо просушить. На нижней части робота-пылесоса стандартно есть 2 основных колеса, одно поворотное, контакты для зарядки, 4 датчика защиты от падения, 1 боковая трехлучевая щетка и основной подвижной блок с неразборной турбощеткой. Перейдем к основным характеристикам у модели. Мощность всасывания 5000 паскалей, доступна влажная и сухая уборка, плюс есть комбинированный режим. Отрегулировать силу всасывания, как и подачу воды, можно 3 уровнями. Подключается робот-пылесос, используя Wi-Fi в частоте 2,4 ГГц, емкость аккумулятора 2600 мАч. Что касается времени автономной работы, то по моим тестам полностью разряжается робот-пылесос за 75 минут, убрав помещение в 70 метров квадратных. И, разумеется, он разряжается не в 0, а до 15%, после чего отправляется на подзарядку. Полный цикл зарядки занимает в среднем 5 часов 30 минут. 3+ подключается к приложению Mi Home с помощью китайского аккаунта. Интерфейс доступен на английском языке, но есть возможность перевести на русский. Для этого, правда, нужно будет зайти на форум и почитать инструкцию. На стартовой странице есть площадь уборки, время уборки, заряд аккумулятора, но не в процентах, обыкновенная уборка с настройкой режимов уборки, силы всасывания и интенсивности подачи воды для всего помещения. Также есть кастомная уборка для настройки этих функций отдельно для каждой комнаты. В приложении можно настроить режим «Не беспокоить», различные сценарии для автоматизированной уборки, но для этого необходимо иметь другие устройства умного дома. В настройках можно посмотреть историю уборок, состояние расходных материалов, выбрать один из 2 способов уборки, таких как обыкновенный режим и режим с более тщательной уборкой. Но потребляет в этом случае робот-пылесос больше энергии. Далее можно настроить карты, установить виртуальные стены и запретные зоны для уборки или запретные зоны только для мытья, разделить и переименовать комнаты. Для дистанционного управления есть встроенный пульт, голосовые подсказки доступны только на китайском и английском языке. Настроить громкость голосовых подсказок можно, как и вовсе их можно отключить. К слову, динамик и качество голосовых подсказок неплохое. 3+ поддерживает управление с помощью голосового помощника Mi AI, но, к сожалению, только на китайском языке. Летим дальше, перейдем же к тестам. Уровень шума не превышает 70 дБ, разумеется, при максимальной силе всасывания. ТОВ-датчик в данной модели отсутствует, исходя из этого робот-пылесос не умеет определять расстояние до объекта, чтобы его объехать. К примеру, ножки стола, для начала он касается бампером с прорезиненной вставкой и только потом отъезжает. Стулья двигает, на док-станцию возвращается 3C Plus корректно. Еще бы хорошо бы было, если бы он ее не двигал
двигал, как и остальные некрупные предметы. Отмечу, что во время уборки лично у меня данная модель изредка теряла направление и могла отправиться вовсе в другую точку комнаты и оставляла неубранные зоны. В остальном уборка происходит по плану. Сила всасывания достаточно для уборки на таких поверхностях, как ламинат, паркет, плитка и подобное. Но не скажу, что 5000 паскалей ощущаются. Благо, на обзорах уже было достаточное количество робот-пылесосов, чтобы сказать, что здесь их нету. Для уборки крупы потребовалось 3 прохода. Для ковров с коротким ворсом данная модель не подойдет, так как справляться с уборкой подобных ковров 3C+ не может. А вот с ковролином особых проблем не было. Влажная уборка, а точнее протирка пола, стандартная. Робот-пылесос может оттереть свежие пятна, но не больше. Проще самому это сделать. Плюс вдоль стен, шкафов убирать будет с заметным отступом. Маршрут влажной уборки может прокладываться змейкой или Y-образной дорогой. С препятствиями высотой в 1,5 см он справляется, но не всегда. Черное покрытие не помеха. Последнее, что хотел бы отметить, это проблема навигации при обнаружении зеркал. В первую очередь на карте строится дополнительная комната из-за отражения в зеркале. Минусы: сухая уборка, некачественная, есть проблема с корректностью построения маршрута. Приложение, к сожалению, недоступно в стоке на русском языке, и сила всасывания ощущается слегка меньше, чем заявлено. Хотя в целом, учитывая стоимость и помня, что могут подобные роботы-пылесосы за эти деньги, допустим, М1 был тоже до десятки, вчера продавался на распродаже, этот вариант очень даже неплохой. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что если вы подписываетесь на телеграм-канал скидок, не забывайте пользоваться поиском. То есть вы вбиваете название модели и примерно смотрите, сколько она стоила в разные периоды времени для себя, для того, чтобы оценивать, стоит ли сейчас брать. Я, конечно, в постах указываю, бывает ли дешевле, но, опять же, может, вы верите в удачу и хотя бы будете ориентироваться, какое дно цены у этого девайса было на распродажах. Резюмирую. Умный робот-пылесос Xiaomi Midge Robot Vacuum Mop 3C+, по сравнению с прошлыми моделями, как по мне, реализован куда хуже. Мне данная модель не особо понравилась. Да, она выполняет базовые функции неплохо, но в совокупности всех результатов тестов C3+ не самый лучший выбор в этой ценовой категории. Опять же, все зависит от цены. Когда она прилично дропается, он очень неплохой выбор. От меня девайсу по этой причине максимально скромное «да». Добра и удачи вам, дорогие друзья!